что мы на самом деле знаем об океане, о его неизведанных глубинах и бескрайних просторах, которые, подобно Вселенной, скрывают в себе бесчисленное количество тайн. Там, где, оказавшись на самом дне, увидишь очертания самой бездны. Подводный мир, что находится во власти вечного холода и кромешной темноты. Какие же существа могут населять это место? Уникальные бактерии и вирусы, а также странные микроорганизмы. Среди них обитает таинственное существо, именуемое экзоклетка, которое, подобно паразиту, размножается за счет других форм жизни. Оно способно выживать в экстремальных условиях, в которых любой другой наземный организм, находясь под атмосферным давлением, сомнет как консервную банку. Что же произойдет, если однажды это существо выберется наружу? Действие начинается в начале декабря. Российское китобойное судно «Дух Востока» бороздит холодные воды Северного Ледовитого океана. Его маршрут пролегает через Берингов пролив. Температура воды колеблется от -1 до 2 градусов по Цельсию. Уже образовались первые льды. Несмотря на штормовое предупреждение, судно не меняет курс и продолжает свое странствие. В какой-то момент экипаж сталкивается с китообразным существом, которое внешне чем-то напоминает касатку, и поднимает его на борт. Огромная туша оказывается на разделочном столе в китобойном отсеке. Ничего не подозревающий персонал готовится к привычной работе, но с добычей начинает происходить нечто странное. Из брюха и грудной клетки млекопитающего наружу прорываются неведомые науке существа с длинными щупальцами. И с этой секунды на корабле появляются первые инфицированные. Корабль «Дух Востока» подает сигнал бедствия СОС, а затем связь с ним резко обрывается. На маячок отзывается армия США. Несмотря на свирепствующий шторм и экстремальные погодные условия, отряд морских котиков высаживается на борт. На судне царит мертвая тишина. Ее нарушает лишь грохот волн, удары дождя и протяжный скрип металла. Новоприбывшие военные приступают к расследованию, однако не находят никаких признаков жизни. И, к сожалению для них, опровержение данного факта последовало незамедлительно. Где-то в темноте затаились странные и искаженные человекоподобные существа. Вскоре они нападают на ничего не подозревающих военных. Начинается кровавая бойня. Зараженные, без каких бы то ни было усилий, рвут отряд буквально в клочья, не оставляя ни единого шанса незваным гостям. Отряд морских котиков был уничтожен неизвестным противником буквально за доли секунды. Недалеко от места трагедии проходит судно береговой охраны. Получив тревожный сигнал, экипаж отправляется на спасательно-разведывательную миссию. Среди участников операции присутствует бывший морской пехотинец Том Хэнсон. Он и его команда обнаруживают дрейфующий корабль-призрак. Спасатели поднимаются на борт и даже не подозревают, что же их ждет впереди. С этого начинается история Cold Fear. Cold Fear — это survival horror-шутер от третьего лица, вышедший в марте 2005 года на платформах ПК, PlayStation 2 и Xbox. Игра по лучшим заветам жанра помещает игрока в замкнутое, изолированное пространство, из которого необходимо искать выход, попутно отбиваясь от жутких монстров, избегая при этом некоторые смертельно опасные ловушки и решая простые головоломки. Количество боеприпасов и аптечек ограничено, а на уровнях имеются запертые двери, которым необходимо искать ключ, чтобы продвинуться дальше. В качестве локации выступает дрейфующий корабль-призрак и нефтяная платформа с подводной лабораторией. Проект создан на популярном на то время движке RenderWare, который использовался во многих играх конца 90-х и начала 2000-х годов. Движок был написан на C++, имел аппаратную поддержку DirectX и OpenGL и был нацелен на работу с 3D и анимациями. Все это делало его удобным и относительно доступным инструментом для разработчиков. В эпоху, когда Unreal Engine только начинала формироваться, а Unity просто не существовало. На RenderWare выходило множество культовых проектов, включая Max Payne 2, трилогию GTA, первую Мафию, игры серии Burnout, Гарри Поттер и Mortal Kombat.
Проектов так много, что всего не перечислить. В середине нулевых права на этот движок выкупила компания Electronic Arts и вскоре запретила сторонним студиям разрабатывать на нем игры. Так, некогда великий движок прекратил свое существование и передал эстафету Unreal Engine. И именно на этом движке, едва ли не под самый закат его жизни, успела выйти Cold Fear. Ее разработчиком выступила ныне покойная французская студия DarkWorks, которая была основана в Париже в 1998 году. С самого начала студия решила разрабатывать игры в жанре survival horror, выбрав его в качестве основного направления. Они не пытались изобрести велосипед и принципиально создать что-то новое, а просто повторяли хорошо работающую формулу, которая берет свои истоки с первой части «Один в темноте», а немного позже эту формулу довели до совершенства «Обитель зла» и Silent Hill. Именно последними двумя студия DarkWorks будет активно вдохновляться в своих проектах. Их первой работой стало продолжение культовой серии «Один в темноте». Четвертая часть франшизы, созданная руками молодой и амбициозной студии, вобрала в себя все хорошо знакомые элементы жанра. Классическая кинематографичная камера, борьба за выживание, ограниченные ресурсы и сложные загадки. Мрачный готический замок с кучей запутанных коридоров и монстрами, их населяющими. И как раз открытое заимствование тех или иных идей стало для студии камнем преткновения. Если в «Один в темноте» это смотрелось более чем уместно, так как серия родоначальник жанра, то с Cold Fear критики и фанаты обошлись более строго. Ее регулярно критиковали за подражание и отсутствие новых идей. Постоянно сравнивали с куда более успешной серией «Обитель зла». Все это мешало студии обрести свою собственную фан-базу и прочно закрепиться в жанре survival horror. За 13 лет своего существования студия сумела выпустить всего 3 игры. Это упомянутые «Один в темноте» и Cold Fear, а также проект долгострой под названием I Am Alive, который создавался вместе с Ubisoft. DarkWorks часто испытывали финансовые трудности, игры долго разрабатывались, а продажи оставляли желать лучшего. Один только Cold Fear спустя год после выхода продался тиражом всего 70 тысяч копий. Результат, мягко говоря, просто удручающий. Но цифры могут говорить одно, а игра совсем другое. Давайте узнаем, что же там внутри. Игрок берет под управление офицера береговой охраны Тома Хэнсона. Он и его команда оказываются на злополучном судне, и уже с первых минут становится ясно, что здесь происходит какая-то чертовщина. Мгновением позже отряд сталкивается с неизвестным противником и довольно быстро погибает. Том остается совсем один. Его противниками будут выступать не только кровожадные монстры, но и сама стихия. Настолько ужасны эти волны и порывы ветра, но каким-то образом корабль Дух Востока продолжает бороться. Его то и дело бросает и швыряет в разные стороны, а попадающие на палубу брызги воды превращаются буквально в лед и мощной волной ударяются об стены. Складывается впечатление, что корабль вот-вот перевернется. Но внутри этого места картина ничуть не лучше. Начав исследование, герой замечает, что судно буквально стонет. Его стены отдают не меньшим холодом, чем океан снаружи. Некоторые помещения охвачены огнем, а другие затоплены ледяной водой. Перед игроком рисуется пугающий спектакль. На железных цепях с потолка свисают тела бывших членов экипажа этого судна. Но кто же мог сотворить подобное? Довольно быстро Том Хэнсон узнает, что почти весь состав сошел с ума, погиб или того хуже. А худшее не заставило себя долго ждать. Дизайн китобойного судна выполнен в индустриальном стиле с оттенками постсоветской эстетики. Мрачный, ржавый, изношенный и знатно потрепанный корабль, и перед разработчиками стояла задача как-то оживить эту посудину, заставить ее реагировать на все погодные условия и удары волн. По итогу, реалистичная модель поведения корабля во время бушующего шторма стала ключевой фишкой игры. Его колебания и наклоны меняются в зависимости от волнения океана. Он смещается по осям и кренится при сильных ударах. Но куда сложнее было реализовать поведение объектов и их анимации в момент укачивания. Под каждую конкретную ситуацию было заготовлено множество вариантов. Том Хэнсон, как и его противники, наклоняется, пытается удержать равновесие и не упасть во время крена. А что если в этот самый момент герой вступает в бой? Начинает целиться и стрелять в противников. Под это также сделаны отдельные анимации. Что наиболее удивляет, так это то, что в момент сильной тряски Том может запросто потерять равновесие и вылететь за борт.
Все это формирует по-настоящему реалистичную модель поведения как самого корабля, так и всех, кто на нем находится. Игрока не покидает ощущение присутствия на судне, настолько оно сильное, что у некоторых может даже возникнуть легкое чувство тошноты. В большинстве игр, где действие происходит на корабле, эффект раскачивания сделан немного проще. Достигается он благодаря заранее заготовленной анимации судна, которая циклично наклоняется то в одну сторону, то в другую. Объект при этом никак не взаимодействует с водой и уж тем более с волнами. Также дополнительным эффектом служит простая тряска камеры. Как вы можете заметить, игрок сейчас не находится на корабле, но при этом камера все равно продолжает трястись. Складывается впечатление, что раскачивается не корабль, а сама земля. Cold Fear в этом аспекте ушел намного дальше. Здесь волны напрямую влияют на судно и буквально раскачивают его. Если же наступит полный штиль, то корабль успокоится и перестанет крениться. Но это было не единственное место, которое предстояло посетить. Взбудораженный штормами океан гонит корабль Дух Востока прямо к нефтяной платформе, которую также постигла участь биологической катастрофы. Экзоклетки без труда захватили контроль на танкере и обратили каждого, кто встал у них на пути. Проливной дождь и не думал останавливаться и продолжал следовать за героем подобно тени. Возникает ощущение, что безжалостный шторм давным-давно преследует это место. Вся эта непогода хорошо гармонирует с трагедией, что произошла как на платформе, так и за ее пределами. Помимо суровой стихии, Тома Хэнсона кругом будут поджидать одни опасности. Ему предстоит столкнуться лицом к лицу с сумасшедшими наемниками, обратившимися инфицированными и различными формами экзоклеток. По традиции дать отпор помогут свинцовые пули, которые будут создавать потрясающий кровавый коктейль из мозгов. Том Хэнсон по умолчанию будет использовать модернизированную версию Кольта 1911. Неплохое стартовое оружие, с которым пройдешь огонь и воду через всю игру. В дальнейшем придет на помощь дробовик Benelli M4, хорошо знакомый фанатам Counter-Strike. Одним выстрелом он способен сбить противника с ног. Из недостатков можно выделить низкую дистанцию поражения, а также длительную задержку между выстрелами. Помимо дробовика, поддержку окажут МП-5 и автомат Калашникова. Вне всяких сомнений, это две лучшие пушки в игре. Одного залпа будет вполне достаточно, чтобы отправить на тот свет сразу нескольких противников. Ну а среди уникальных пушек появятся гарпун, огнемет и гранатомет. Гарпун в основном используется для того, чтобы приманивать противников, а гранатомет их изящно подрывать. Огнемет же оружие, которое по всем заветам фильма «Нечто» ставит жирную точку в любом вопросе. Никто не останется равнодушным, ибо дышать будет попросту некому. Также на локациях будут встречаться различные бочки и канистры, огнетушители и прочие ловушки, что помогут отбиться от кровожадных монстров. Они будут беспощадно взрывать и поджигать всех, кто окажется в радиусе действия. Какое бы то ни было холодное оружие отсутствует. Если боеприпасы закончились, то на помощь придет старый добрый приклад. Но от него толку мало, так как враги обладают регенерацией. И единственный способ их устранить – это подвергнуть организм носителя высоким температурам, ну или просто уничтожить мозг. Если противники сумеют добраться до Тома Хэнсона, то в некоторых случаях активируется система квик-тайм-ивентов, что была популярна в 2000-х годах. Каждый уважающий себя монстр в обязательном порядке имеет право схватить и крепко приобнять главного героя. Игроку ничего не остается, кроме как нажимать на одну единственную кнопку, которая освободит мистера Хэнсона из этих оков. Главный герой в долгу не останется и каждому желающему с радостью сунет дуло пистолета прямо в пасть. А при ином раскладе без всякого сожаления отправит того прямо в смертоносную ловушку. Вместо стандартного прицела здесь используется инфракрасный лазер, хорошо знакомый по Resident Evil 4. И в отличие от своего старшего собрата, персонаж в Cold Fear способен двигаться во время прицеливания, когда как герой Resident Evil 4 прикован к своей позиции и не может сдвинуться, пока не выйдет с данной анимации. Дополнением к инфракрасному лазеру идет фонарик, который является неотъемлемым элементом атмосферы игры. Свои стандартные функции он безусловно выполняет, но нам интересно, как он реализован. Движок RenderWare имел довольно ограниченную поддержку динамического освещения и теней, поэтому фонарик здесь не является источником света, а скорее текстурой или белым пятном, которое накладывается поверх темных объектов, повышая их яркость и контраст. Эта технология особенно хорошо видна во время инверсии цвета. Подобно
Подобный метод также использовался в предыдущей игре от разработчиков. В один в темноте были 2D задники, и свет от фонарика буквально увеличивал яркость текстуры. Если посветить фонариком на статичные объекты, то можно заметить, что они не отбрасывают тени. А все потому, что по всем стандартам тех лет здесь используется запеченный свет. Также в игре применяется технология, которая называется вершинным освещением. Если герой проходит мимо мерцающей лампы или любого другого источника света, то он гладко ложится на модель персонажа и окрашивает текстуру его одежды в оттенок света. А вот с тенями в этой игре имеются некоторые проблемы. Особенно это касается игрока и его противников, позади которых образуется ореол, повторяющий движение один в один. Это просто темная текстура, которая следует за объектами буквально по пятам и практически никак не зависит от источников света. Данная технология позволяла имитировать динамически отбрасываемые тени, но если обращать на нее внимание, то сразу начинаешь понимать, что тени ведут себя абсолютно нелогично и живут по своим законам. Вопреки устоявшимся стандартам в жанре, в Cold Fury отсутствует полноценный инвентарь, различные манипуляции с предметами и возможность складывать их в отдельный ящик. Также отсутствует какая бы то ни была навигация. Нет возможности посмотреть карту и проложить безопасный маршрут к тому или иному месту. Все возложено на окружение, на подсказки справа в углу экрана и на память игрока. Но так как локации прямолинейные, то заблудиться здесь будет практически невозможно. Во многом из-за того, что здесь просто нет загадок, требующих внимательности и смекалки. Нет ситуаций, где можно застрять из-за сложной головоломки. Большинство задач сводится к поиску ключа или нажатию кнопки, что заметно упрощает прохождение и в рамках данного жанра делает его не совсем интересным. Но зато здесь имеются различные дневники и записки. Так как инвентарь отсутствует, то их придется читать в меню паузы. В играх конкурентов обычно это делается в специальном инвентаре, куда складываются все найденные документы. И тут мы приходим к одному нюансу. В Cold Fury большая часть сюжета подается преимущественно через чтение записок. Если их пропускать, то игрок особо ничего не потеряет, но как минимум он не узнает предысторию происходящего, не поймет, что это за персонажи и в чем заключается их мотивация. Да, какая-то информация, конечно же, подается через диалоги и кат-сцены, но их здесь совсем немного. Все же в других проектах историю превосходно рассказывали через диалоги, нарастающие конфликты между персонажами, внешний облик монстров, различные загадки, а самое главное через само окружение. Обстановка в Cold Fury тоже способна рассказать историю, но без поддержки всего остального это просто красивая декорация. Боеприпасы собираются только с трупов противников, ну или специальных комнатах амуниции. Это же касается аптечек. Необходимо идти в медицинский отсек, чтобы залатать раны, полученные в бою. Если здоровье персонажа находится выше 50%, то герой поднимет патроны с тела противника. Если опускается ниже половины, то появляется шанс залутать аптечку. В редких случаях ее можно встретить прямо на уровне. Эта система побуждает игрока не изучать помещение, а искать тела, чтобы восполнить запасы. Персонаж не комментирует предметы окружения, соответственно нет необходимости досконально осматривать каждый уголок. Зачастую там может находиться тело или какая-нибудь записка. В игре насчитывается аж 3 типа камеры. Классическая фиксированная, камера со спины и камера от плеча. Большую часть времени используется вид со спины. Вид от плеча включается только во время прицеливания, а в отдельных сегментах камера занимает фиксированное положение. В такие моменты не покидает ощущение, что играешь в очередной Resident или Silent Hill с его динамичными ракурсами. Иногда даже может возникнуть эффект дежавю. Есть даже похожая локация, где фиксированный ракурс повторяется почти один в один. Складывается впечатление, что разработчики не до конца понимали, в каком направлении они делают игру. В некоторых моментах она вовсе превращается в подобие шутера, что на мой субъективный взгляд мешает ей раскрыться как ужастику. Да, в игре полным-полно красивых кинематографичных ракурсов. Она умеет или во всяком случае пытается создавать напряжение. И временами у нее даже это получается. Но все эти махинации с камерой зачастую создают трудности с адаптацией к управлению, а оно здесь может доставлять дискомфорт. Во многом из-за того, что камера часто меняет свою позицию и ракурс. Иногда она держится за спиной, а затем резко переходит в фиксированное положение. А если персонаж в этот момент прицелится, то она вновь поменяет свою позицию и уйдет за плечо. Все это может изрядно так запутать неподготовленного игрока.
Никогда не знаешь, как камера поведет себя в тот или иной момент. Неудобное управление – это одна из самых главных причин, по которым игру постоянно критикуют. Но есть кое-что еще, а именно ранее упомянутое заимствование. После своего релиза Cold Fear получил клеймо клона Resident Evil 4, которое преследует его и по сей день. Во многом из-за схожего ракурса камеры, внешнего облика противников, паразита, что развивается внутри субъекта и при уничтожении головы вырывается наружу, а также некоторых игровых ситуаций. Вглядываясь на них, сразу возникает ощущение, что разработчики могли что-то позаимствовать у своего старшего собрата. Сходство просто невероятно поразительное. Но это не совсем верное утверждение. Обе игры разрабатывались параллельно и вышли в первом квартале 2005 года с разницей всего в пару месяцев. На мой личный взгляд, более близким по духу является прототип четвертого Резидента, который среди фанатов серии получил название Resident Evil 3 и 5. В 2003 году Capcom опубликовала тизер и геймплейный ролик, в котором отчетливо видно, что на тот момент в игре использовалась кинематографичная камера. Она следовала за героем и снимала его со стороны, а во время стрельбы переключалась на вид из-за плеча. Знакомый подход, который мы потом уже увидели в Cold Fear. Так что наиболее верным духовным наследником можно было бы назвать Resident Evil 3 и 5. Все остальные сходства с четверкой, скорее всего, просто совпадение. Но одними резидентами дело не ограничивается. Близким по духу можно назвать и первый Dino Crisis, созданный все той же компанией Capcom. Особенно это хорошо прослеживается на нефтяной платформе, внешний дизайн помещений которой действительно напоминает базу из Dino Crisis. Но самое главное сходство – это система сохранений, которая позаимствована и сделана буквально один в один. При переходе между некоторыми локациями появляется окошко с предложением сохранить игру. Также в некоторых игровых ситуациях возникает ощущение, что происходит нечто таинственное и мистическое, не поддающееся простому логическому объяснению. И на мой субъективный взгляд, это может быть не совсем уместно в данной концепции, где игрок противостоит паразитам, а не мистическим сущностям. Казалось бы, что здесь произошла биологическая катастрофа, но может сложиться впечатление, что и доля мистики тоже имеет место быть. В эти моменты резко отключается свет, а у героя учащается сердцебиение. Можно подумать, что это просто скримеры, призванные создать дополнительное напряжение. Но на деле во всем виноваты монстры, которые своим жутким криком способны вызывать сбои в электричестве. А какой была игра на ранних этапах разработки? И вот здесь произошло много интересных событий и историй. На момент создания «Один в темноте» студия Darkworks также готовила проект под названием 1906 «Антарктическая Одиссея». Но издатель в лице Infogrames, с которым сотрудничала студия, отказался финансировать разработку. Проект был отложен, пока студия не выпустит «Один в темноте». Согласно концепт-артам, действие происходило в Антарктиде. На необитаемый материк прибывала пара путешественников-исследователей, которые под его льдами обнаруживали следы неизвестной цивилизации. Не исключено, что инопланетной. Под толстыми льдами каким-то образом скрывался целый подземный мир. Этот проект был вдохновлен книгами Жюля Верна, а конкретно путешествием к центру Земли и таинственным островом. Игра должна была быть с фиксированной камерой от третьего лица, в жанре приключений с некоторыми элементами хоррора. Подземный мир Антарктиды был наводнен различными формами жизни, а местный биом похож на густой и влажный, абсолютно инородный лес, с высокими как деревья грибами и странными растениями. Не знаю, как бы сочетались подземный город и местная экосистема, но очевидно разработчики были полны идей и амбиций. И похоже, на этом все и закончилось. Впереди игру ждали перемены. После того, как в 2001 году вышло «Один в темноте», Darkworks решила вернуться к своей замороженной идее и начала искать другого издателя. Проект получил новое название USS Антарктика. Действие перенеслось в недалекое будущее, и жанр сменился в сторону техногенного хоррора, где ключевым элементом была бы криофобия, то есть боязнь холода или страх замерзнуть насмерть. На сей раз проект вдохновлялся Говардом Лавкрафтом с его «Хребтами безумия» и различными научно-фантастическими фильмами, такими как «Нечто» и «Бездна». Путешественники и исследователи стали учеными и военными, а их противники превратились в вооруженных до зубов наемников. С
Сражения происходили бы в подводном научно-исследовательском комплексе, построенном все так же под льдами Антарктиды. Исходя из концепт-артов, инопланетная флора и фауна по-прежнему присутствовала в проекте. Двое героев, оказавшиеся в плену военных, должны были бы всеми возможными способами сбежать из этого места. В истории также присутствовали сцены с ледяной водой. Героям пришлось бы много плавать и исследовать подводный мир. В 2002 году вышел трейлер USS Антарктика, и издателем выступил не абы кто, а сами Capcom. Вот так сюрприз. Основатели серии «Обитель зла» принимали пусть и косвенное, но участие в создании ранней версии Cold Fear. Игру планировалось выпустить в 2003 году, но что-то пошло не так. По неизвестным причинам проект был отменен, а Capcom прекратила свое сотрудничество с DarkWorks. Могу лишь предположить, что проект был долгостроем и совершенно не укладывался в назначенный срок. Но здесь произошло кое-что любопытное. В 2003 году Capcom выпустила спин-офф под названием Resident Evil Dead Aim, действие которого как раз таки происходило на круизном лайнере. Во второй половине игры корабль терпит крушение и сталкивается с островом. Почти так же, как это происходит в Cold Fear, где китобойное судно сталкивается с нефтяной платформой. Я не думаю, что релиз данного Резидента хоть как-то связан с отменой USS Антарктика, но все же посчитал важным упомянуть о таком интересном совпадении. По итогу DarkWorks снова осталась у разбитого корыта, но тут им на выручку пришел Ubisoft, который согласился финансировать игру и наконец-то довести ее до финального релиза. А что же произошло дальше? Игра в очередной раз сменила сеттинг и стала больше походить на свою финальную версию. Теперь она называлась Cold Fear Face the Horror. Разработчики полностью переработали концепцию, и заезженная вдоль и поперек Антарктика навсегда исчезла из сюжета игры. Судя по концепт-артам, действие перенеслось в современное, но несколько альтернативное время, с явным акцентом в сторону холодной войны, где представители двух враждующих наций должны были бы объединить усилия, чтобы противостоять биологической угрозе. Теперь история берет свое начало с американской атомной подводной лодки, которая ведет наблюдение за советским судном и готовится к его захвату. Когда военные высаживаются на борт, то они обнаруживают, что весь его экипаж был заражен или уничтожен неким вирусом. В ходе операции военные столкнулись бы со странными существами, которые внешне выглядят как мутанты. А немного позже они обнаружили бы секретную лабораторию, в которой проводились незаконные опыты и эксперименты. Не исключено, что именно в этом месте произошла утечка вируса, и монстры выбрались наружу. Начиналась отчаянная борьба за выживание. Вскоре герои покидали бы корабль и отправлялись в советский военный порт на подводной лодке, где должна была начинаться вторая половина игры. Это скриншоты из бета-версии. Точно неизвестно, когда их опубликовали, но по моим предположениям, примерно за полгода до релиза. Здесь можно заметить другую модель главного героя и то, что он уже тогда использовал инфракрасный лазер в качестве прицела. Отличается и интерфейс. Количество патронов находится слева вверху, а полоска жизни была желтой и располагалась все так же слева внизу. Вот так интерфейс и это место смотрится уже в финальной версии. В лучших традициях сурвайвал-хорроров здесь планировалось два играбельных персонажа – капитан Том Хэнсон и русская шпионка Ирина Ерченко. Подобный подход с двумя героями часто использовался в серии «Обитель зла». Это позволяло взглянуть на историю с другой перспективы и пережить события в ином амплуа. Также это мотивировало пройти игру как минимум дважды. Оба персонажа регулярно меняли свой внешний вид и облик. У одной только Ирины наберется аж с десяток концептов. Похоже, что гардероб у нее был весьма разнообразный, прямо как у настоящей шпионки. Возможно, Ирина была единственной выжившей на советском судне, и геймплей за нее должен был начинаться в помещениях корабля. Не исключая, что она должна была убегать от монстров и решать загадки, когда как на плечи Тома ложился бы весь экшен. Во всяком случае, так разработчики распределили задачи между персонажами в один в темноте. В конечном итоге персонаж Ирины будет полностью вырезан из игры, а ей на замену придет ученая по имени Анна Камская, которая удостоится лишь второстепенной роли. Почему удалили второго игрового персонажа, остается загадкой. Но скорее всего разработчики просто не понимали, как вписать эту героиню в финальную концепцию игры. Как мне кажется, из-за этого решения история потеряла в глубине, а сама игра лишилась реиграбельности. В ранней версии планировалось множество персонажей, более разнообразные бестиарий монстров и уникальные виды оружия. На этом арте можно заметить, что герой держит какую-то энергетическую пушку, которая стреляет в противников зарядами электричества. Прямо как в Half-Life или как все в том же Resident Evil Dead Aim, где было абсолютно идентичное оружие. Внешне они, кстати, чем-то похожи. К сожалению, данная электропушка была вырезана из финальной версии игры.
В бета-версии Том был настоящим военным и находился на куда более высоком ранге, когда как в финальной версии он стал обыкновенным сотрудником береговой охраны, которому посчастливилось оказаться в самом эпицентре биологической катастрофы. Это постер ранней версии игры, и здесь можно заметить, что у Тома была короткая стрижка и более грубые черты лица. На его виске расположился коммуникатор, который также оснащен фонариком. На первый взгляд даже кажется, что это какой-то чип-имплант. В финальной версии Том был оснащен простым микрофоном. Судя по всему, это один из последних артов, на котором показали бета-версию Тома Хэнсона и окончательно утвердили его финальный облик. Очевидно, за долгие годы разработки DarkWorks постоянно экспериментировали, и, как я упоминал ранее, они не до конца понимали, в каком направлении делают игру. Огромное количество идей, концепт-артов и просто будоражащих историй остались за бортом. Ближе к релизу из названия игры были убраны различные приставки, и так она наконец-то получила свое окончательное название – Cold Fear. А кто же такие экзоклетки? В ранних версиях ученые проводили эксперименты с неизвестным вирусом, который превращал подопытных в зомби или даже в мутантов. Вскоре от этой идеи отказались, возможно из-за того, что это было слишком похоже на очередной Resident Evil. По итогу на замену вирусам пришли экзоклетки. Экзоклетки – это паразиты, которые обитают на дне Берингового пролива. Но их истинная природа и то, как они вообще туда попали, остается загадкой. Существует предположение, что это вовсе инопланетные организмы. Правда, никаких доказательств, подтверждающих данный факт, попросту нет. Они настроены крайне агрессивно по отношению к любой форме жизни, обладают длинными эластичными щупальцами, позволяющими легко преодолевать препятствия и заставать своих жертв буквально врасплох. Имеются некоторые сходства с лицехватами из вселенной Чужих. Оба проникают в тело через ротовую полость, но дальнейшие действия значительно отличаются. Лицехват внедряет эмбриона, который со временем развивается внутри носителя и позже выбирается наружу, пробив грудную клетку. За короткий промежуток времени он вырастает в полноценную взрослую особь и начинает охотиться. Экзоклетка же не покидает носителя ровно до тех пор, пока тот приносит пользу и добывает для нее пищу. Цель данного паразита – это полный контроль над телом жертвы. После заражения начинается первая фаза. Появляются бледные кожные покровы, замедляется моторика и повышается температура тела. На второй фазе снижаются когнитивные функции. Зараженный постепенно сходит с ума и теряет свою память. Метаболизм начинает сильно ускоряться, что приводит к неконтролируемым приступам голода. На третьей финальной фазе у зараженного приостанавливаются мыслительные процессы, что приводит к полной потере личности. При этом рефлексы и мышечная память остаются неизменными. На этой стадии паразит достигает спинного мозга и поражает нервную систему. С этого момента процесс заражения становится необратимым, и экзоклетка получает полный контроль над организмом. Хирургическое удаление приведет к неминуемой гибели обращенного. Зараженный на финальной стадии становится крайне возбужденным и агрессивным по отношению к окружающим. Во многом из-за того, что он испытывает голод и нуждается в протеине. Больше не чувствует боль и страх, а благодаря ускоренному метаболизму раны на его теле заживают значительно быстрее. В дальнейшем экзоклетка способна вызвать в теле обращенного некоторые мутации. Окончательно меняется внешний облик. Мышечная масса растет, а кожный покров получает дополнительную прочность. В отдельных случаях кожа начинает пропускать или отражать свет, что помогает существу в темноте сливаться с окружением. Подобным образом процесс заражения и дальнейшей мутации происходит и в Resident Evil 4. С той лишь разницей, что паразит Лас Плагас вводится в организм с помощью инъекций. Все эти процессы очень напоминают грипп кардицепс. Это инфекция, которая при помощи спор проникает в тело насекомого, поражает центральную нервную систему и вскоре начинает контролировать мозг. Многие игроки хорошо знакомы с этой историей, которая стала наиболее известна благодаря игре Last of Us, где кардицепс мутировал и стал инфицировать уже людей. Нет никакой информации, что разработчики Cold Fear вдохновлялись этим грибком, но мутации и метаморфозы, происходящие с организмом, действительно имеют некоторые сходства. Подобно грибку, помещение, зараженное экзоклеткой, также покрывается органикой. Образуется так называемый улей, и для распространения инфекции им необходимы млекопитающие.
Предполагаемая жертва не должна оказывать сопротивление, чтобы процесс заражения прошел наиболее успешно. То есть жертва должна спать или находиться в ослабленном состоянии. И здесь невольно возникают ассоциации с фильмом «Похитители тел», где инопланетные существа нападали на человека, когда тот находился во сне. Если же все-таки жертва сопротивляется, то экзоклетки атакуют ее своими длинными щупальцами, вплоть до летального исхода. Так или иначе, бестиарий монстров в игре не блещет богатым разнообразием. Компанию простым обращенным составят всего 3 типа мутантов. Первый – это экзомутант, который полностью утратил человеческий облик и стал походить на четвероногого хищника с длинными когтистыми лапами. Глаза ярко светятся желтым оттенком, а из пасти свисают щупальца паразита. Использует вентиляцию и потолок, чтобы перемещаться, любит бегать по кругу и нападать с тыла. Своим ужасным воплем вызывает сбои в электричестве. Лучшее лекарство против этой четвероногой заразы – это залп из автомата, но гораздо эффективнее поджарить до самой корочки. Второй – это тяжелый мутант с гипертрофированной конечностью. Одна из его рук во много раз больше другой, а кожа покрыта броней. На теле имеются опухоли, и они же выступают в качестве слабого места. Чарджер из Left 4 Dead 2 во многом на него похож. Оба идут в атаку, набирая внушительную скорость и сбивают персонажа с ног. А еще этот тяжеловес на дух не переносит новообращенных, которые находятся рангом пониже. Он с радостью пропишет в морду каждому желающему. Да так, что даже мокрого места не останется. Третий и последний мутант получил имя Экзоспектр. Стелс-монстр, который сливается с окружением и использует маскировку, чтобы незаметно нападать на жертву. Не переносит свет и предпочитает обитать во тьме. Какие бы то ни было вариации атак отсутствуют, он просто хватает героя и пытается подкорректировать ему черты лица. При получении урона становится видимым и без труда уничтожается с любого огнестрельного оружия. Но есть еще один противник, финальный босс. Супермутант, во многом похожий на тирана из Resident Evil. Но более подробно о нем узнаем несколько позже, а сейчас переходим к финальной главе – сюжет. Том и другие офицеры береговой охраны высадились на борт судна «Дух Востока». Довольно быстро команда сталкивается с зараженными и за считанные минуты погибает. Главный герой остается один. Изучая помещение корабля, Том обнаруживает сошедших с ума наемников, которые принимают его за монстра. Начинается стрельба, и протагонист вынужден дать отпор. На корабле происходит какая-то чертовщина. Повсюду лежат зверские изувеченные тела. У большинства отсутствует половина черепа или другие части тела. Некоторые из них, на удивление, подают признаки жизни, но ведут себя крайне странно. Добравшись до казармы, Том находит командира береговой охраны Лэнсинга. Точнее, то, что от него осталось. И в этот самый момент в казармы входит первый зараженный. Становится ясно, что на корабле произошла биологическая катастрофа, и теперь он захвачен инфицированными. И Тому Хэнсону ничего не остается, кроме как выживать, используя все подручные средства. Последние оставшиеся в живых перепуганные наемники вступают в схватку с зараженными и терпят поражение. Не без участия главного героя. Добравшись до командного центра, Том пытается вызвать подмогу, но никто в ближайшее время не придет из-за ужасных погодных условий. И в этот момент с протагонистом связывается некий агент ЦРУ по имени Беннет. Он берет контроль над операцией и просит найти полковника Дмитрия Юсупова, который может быть в курсе того, что здесь произошло. Не имея других вариантов, Том вынужден идти на сотрудничество. Обнаружив дневник Юсупова, стало ясно, что полковник состоял в связях с Онищенко, главой преступного синдиката. В ходе военных операций они использовали нефтяную платформу «Звезда Сахалина» в качестве промежуточного порта и разместили там свое командование. Во многом из-за того, что они нашли там золотую жилу по добыче нефти. Буровые работы продолжались, и в один прекрасный день вместо нефти они обнаружили странные организмы, которые тут же набросились на ни в чем не подозревающий персонал. Произошли первые случаи заражения. Тогда Юсупов и Онищенко решили пригласить на платформу ученых, чтобы они смогли во всем разобраться и узнать, что это за таинственные паразиты. Во главе с Виктором Камским и Павлом Бахаревым была организована целая подводная лаборатория, где ученые начали проводить эксперименты и ставить опыты на зараженных.
В качестве образцов выступали как заразившиеся сотрудники станции, так и заключенные, которых специально доставляли на нефтяную платформу. Тогда ученые пришли к выводу, что они стоят на пороге величайшего научного открытия. Паразит представляет из себя не только угрозу человеку, а также способен излечивать его болезни. Но Юсупов и Онищенко придерживались другой точки зрения. Они были намерены использовать экзоклетку исключительно в военных целях. Ученых буквально принуждали создавать настоящих чудовищ, а в качестве инструмента давления использовали дочку Виктора Камского, Анну. Вскоре Юсупов набрал команду наемников, взял Анну в заложники и уплыл на китобойном судне в поисках новых образцов. И выходит, что именно так на дух Востока попала касатка, которая стала отправной точкой начала эпидемии на корабле. И вот мы снова здесь, на этом злосчастном судне, и пытаемся понять, что это вообще такое было. Том наконец-то находит виновника катастрофы Дмитрия Юсупова, который прятался в радиорубке. Горе-полковник не спешит раскаиваться в своих грехах, но вручает Тому гарпун и просит найти Анну Камскую. А затем, в лучших традициях фильма «Чужой», из его тела вырывается паразит. Выходит, что главный злодей всей истории погибает еще в первой половине игры. И делает он это прямо в катсцене, оставляя после себя лишь очередную порцию мемуаров. Но и код доступа в придачу, позволяющий освободить Анну из заточения. Что примечательно, в этой катсцене модель пистолета Colt 1911 заменяется на Беретту 92 FS, хорошо знакомый фанатам Резидентов. Вероятно, в бета-версии Том должен был стрелять именно из этой пушки, но по каким-то причинам потом Беретту заменили. И вот мы находим Анну, и оказывается, что дама-то не с простым характером, за словом в карман не полезет. Ублюдок! Кто бы ты ни был, немедленно открой дверь! В общем, слово за слово, и между героями появляется симпатия. Но романтика в сложившейся ситуации подождет. Анна сообщает, что необходимо отыскать ее отца, который может прояснить ситуацию, а находится он на нефтяной платформе «Звезда Сахалина». С Томом повторно связывается агент Беннет и дает приказ защищать эту даму ценой своей собственной жизни. Вот так на плечи Тома ложится очередная ответственность. Но благо этот момент будет длиться совсем недолго. Не исключено, что это едва ли не единственный отголосок, оставшийся со времен бета-версии, где тогдашний капитан Том Хэнсон должен был объединять усилия с вырезанным играбельным персонажем Ириной Ерченко. Сама короткая миссия сопровождения особого интереса не представляет, и Тому нужно всего-то доставить даму прямо до мостика и в очередной раз запереть ее. Пока Анна находится на мостике, Том обнаруживает капитана корабля, который замерз до смерти прямо в криокапсуле. У героя, конечно же, возникают резонные вопросы, как такое продвинутое оборудование оказалось на китобойном судне, и ответ не заставил себя долго ждать. Дух Востока целиком и полностью принадлежит Онищенко, который финансировал в изучении экзоклеток аж десятки миллионов долларов. Мафиози не поскупился ни на один цент ради создания биологического оружия, которое он собирался продавать на черном рынке. Вот в такой водоворот преступной деятельности оказался втянут Том, и сейчас он забирает ключ у капитана и направляется в его каюту. Перед глазами предстает первая и, пожалуй, единственная комната, в которой можно почувствовать себя уютно. На полках располагается обширная библиотека книг, а на стенах висят фотографии теперь уже бывшего экипажа корабля. В каюте Том находит координаты звезды Сахалина и тут же сообщает их Анне, после чего корабль берет курс в сторону нефтяной платформы. Вот только герои не учли, что судно движется со скоростью порядка 15 узлов, и столкновение со станцией может закончиться весьма плачевно. Из-за ужасного волнения океана девушка не сможет аккуратно остановить корабль, и не придумав ничего лучше, герои поднимаются на смотровую площадку. Они дожидаются момента столкновения и тут же прыгают. Анна теряет равновесие и падает прямо в воду. Тому ничего не остается, кроме как нырять вслед за девушкой. Авантюра заканчивается неудачей, и Анна пропадает. Главный герой, чудом уцелев, забирается на платформу, а затем теряет сознание. К сожалению, рядом оказывается паразит, который пользуется предоставленной возможностью и заражает Тома. Корабль столкнулся с платформой, едва не пробив всю обшивку, и буквально в ней застрял. Том просыпается под градом ледяных капель и начинает осознавать, что только что заразился. Станцию потряхивает, да так, что у Тома буквально земля уходит из-под ног. Но, как ни странно, звезда Сахалина продолжает функционировать. Правда, это первая и пока что последняя хорошая новость. А все потому, что станция полностью захвачена монстрами.
Том продолжает бороться со стихией, даже несмотря на то, что испытывает первые признаки заражения. Что-то сдавливает его прямо в груди. Осознание грядущего приходит быстро, но, к счастью, он добирается до медицинского отсека, где встречает доктора Павла Бахарева. Ученому каким-то образом удалось уцелеть, во всяком случае пока что. Он сообщает, что, находясь буквально под дулом пистолета, они вместе с доктором Камским ставили опыты над зараженными, и что его коллега постепенно становился одержимым. В ходе экспериментов он увидел огромный потенциал и могущество, которое может даровать экзоклетка. Между учеными начали появляться споры и разногласия касательно угрозы, которую представляет это существо. Тогда Виктор Камский начал проводить опыты самостоятельно и пришел к выводу, что сможет с помощью экзоклетки найти лекарство от всех болезней и привести человечество к новой ступени эволюции. Правда, у всего этого был побочный эффект. Испытуемый неминуемо превращался в неконтролируемого монстра. Чем дальше шли эксперименты, тем больше ученый сходил с ума. Он хотел научиться контролировать этих существ, и для этого он изобрел специальный мутаген, который превращал носителя в альфу. Эту самую инъекцию он испытал на себе самом и вскоре начал преобразовываться. Став одним из них, он на удивление сумел сохранить свою память и после этого инсценировал утечку паразитов. Выбравшись на волю, экзоклетки устроили на звезде Сахалина настоящий хаос. Став свидетелем катастрофы, Павел Бахарев начал работать над вакциной, и первый прототип он только что вколол Тому Хэнсону, у которого уже начался процесс обращения. Как ни странно, антидот работает и спасает главному герою жизнь. После этого Павел предлагает отыскать Камского и Онищенко, а затем положить конец всем этим экспериментам. Станция сплошь и рядом кишит монстрами и придется прорываться, но в этот самый момент на Павла буквально... Вот так в истории появляется харизматичный персонаж, и тут же из нее вычеркивается. Ему была отведена всего минута экранного времени. Зато мы неоднократно будем находить и читать его записки. Правда, сможет ли игрок понять, что их оставил именно этот персонаж? Да, каждая записка подписана определенным именем, но пока не начнешь детально разбирать сюжет, то и не поймешь, кто это вообще такие. И вот она, вся прелесть подачи истории через документы. И после данного события Том в очередной раз вынужден продолжать свой путь в гордом одиночестве. Все его партнеры либо гибнут, либо куда-то пропадают. Перед его глазами открывается целый военный комплекс. В ангаре, очевидно, занимались хранением и транспортировкой вооружения. А в этих контейнерах могли доставлять заключенных в качестве подопытных. Помимо военных зон на пути героя встретятся офисные и серверные помещения, заводские и индустриальные секции, а также лаборатории, где проводились безжалостные опыты. По всему комплексу то и дело гуляют монстры, а некоторые помещения покрыты странной органической массой. В этот момент герой осознает, что покинул один кошмар только для того, чтобы попасть в другой. Онищенко вместе со своими людьми удерживает последний оплот обороны станции и заминировал все входы и выходы. Чтобы добраться до него, придется пройти через серию непростых ловушек. Любое неосторожное движение приведет к неминуемой гибели. И оказавшись на очередном военном складе, герой сразу же попадает под обстрел. Люди Онищенко ясно дают понять, что гостей не ждут. Они обрушивают на героя настоящий свинцовый дождь. Но это их не спасает. Том каким-то образом выживает, уничтожает Онищенко и всех его наемников. Второй главный злодей истории погибает все так же невзрачно, как и появляется, не оставляя после себя никакого впечатления. Ну или точнее, он оставляет свой собственный глаз, с помощью которого герой откроет доступ в командный центр. Сразу же возникают параллели с Resident Evil 4, в котором герой аналогичным образом побеждает босса, добывает его глаз и открывает дверь путем сканирования сетчатки. Добравшись до командного центра, Том уничтожает ядро реактора станции, который в том числе блокировал связь с внешним миром. С протагонистом тут же связывается агент Беннет и предлагает отыскать ноутбук доктора Камского, в котором могут храниться все необходимые сведения об экзоклетках. Беннет, конечно же, интересуется этими данными исключительно в благоразумных целях, чтобы не допустить в дальнейшем подобной катастрофы. Ранее он давал задание защищать Анну любой ценой, а теперь просит пренебречь ее поисками, так как она ему больше не нужна. После этих слов у Тома появляются сомнения касательно своего куратора из ЦРУ. К тому же Беннет ознакомился с досье Тома и зачем-то начал его поддразнивать, припоминая о былых неудачах. Ну, конечно, Хэнсон. Твои подружки страдают от пуль, а не от монстров. Заткнись, Беннет.
Как скажешь. И в этот самый момент пропавшую девушку находит ее отец. Доктор Камский намерен подвергнуть преображению весь мир, и начать он собирается со своей дочери. В отличие от других мутантов, он не лишился своей памяти и рассудка, а затем провозгласил себя новой ступенью эволюции человечества, способен контролировать и управлять другими экзоклетками. Единственное, что осталось от доктора Камского, это его безумие. Теперь это настоящее чудовище во плоти. Том, заметив Анну в камерах видеонаблюдения, бросает все и мчится к ней на помощь. Пробиваясь сквозь толпы кровожадных тварей, он замечает, что комплекс все сильнее покрывается органикой. Словно это место превращается в некий улей, а на стенах все чаще встречаются странные существа, которые, по всей видимости, являются живыми инкубаторами и отвечают за репродукцию экзоклеток. Обзаведясь огнеметом, Том в лучших традициях фильма «Чужие» начинает выжигать все эти гнезда со всеми паразитами в придачу. Правда, столь храбрый поступок не обходится для него бесследно, и он в очередной раз заражается. Похоже, вакцина работает только один раз, чтобы изгнать паразита из организма. При повторном заражении антидот придется принимать еще раз. И на удачу Тома он его находит. Оказывается, Пахарев перед своей смертью успел изобрести несколько вакцин. Теперь перед героем стоит сложный выбор: использовать сыворотку на себе еще раз или дать ее Анне. Игра, ясное дело, не предоставляет возможности решить данный исход, как это бывает в некоторых других проектах, и Том, как настоящий джентльмен, делает его за нас, выбирая тем самым девушку. После этого герой теряет сознание и начинает превращаться. Когда девушка просыпается, то она использует вакцину в ответ. Где и когда она ее достала, остается загадкой. Возможно, синтезировала из собственной крови. Том приходит в себя и замечает, что девушка в очередной раз куда-то пропала. Недолго думая, он отправляется на поиски ноутбука доктора Камского, в котором, по сведениям агента Беннета, хранятся сверхсекретные данные об исследованиях паразитов. Вскоре Том добирается до комнаты отдыха ученых и сталкивается с несколькими зараженными. Дав отпор каждому из них, он обнаруживает ноутбук и начинает передачу информации об антидоте. Но тут оказывается, что агента Беннета интересует не вакцина, а сами данные о паразитах. Он, как и Юсупов с Онищенко, желает использовать этих существ в качестве потенциального оружия. Эта информация не устраивает нашего протагониста. Не шути со мной, Хэнсон! Эй, ты сам сказал, что тебе нужен только антидот? Послушай, Хэнсон, немедленно возобнови передачу! Мне нужны все данные! В таком случае можешь прийти и забрать их сам. Послав агента Беннета куда подальше, с Томом связывается Анна и сообщает, что в комплексе спрятана взрывчатка, и она предлагает ее отыскать, чтобы подорвать это место. Путь не близкий, но вполне преодолимый. Очередная порция монстров сваливается как снег на голову. На их месте я бы уже искал ближайший выход из этой станции, так как она скоро взлетит на воздух. Инстинкт самосохранения у паразитов очевидно отсутствует. И вот герой находит 3 взрывчатки С4, и теперь ему нужно заложить их в 3 разных местах. Самое первое место уже предусмотрительно отмечено Анной с помощью красного маркера. Не будем заставлять даму долго ждать. Финальный отчет начинается. Единственная проблема, что... Фух, первый взрыв, подобно фейерверку, уже прогремел. Осталось еще уничтожить 2 моста. Стоит отметить, что зачастую в резидентах система самоуничтожения включается автоматически, или ее активирует второстепенный персонаж где-то за кадром. Здесь же игрок все делает самостоятельно, и это довольно-таки круто. Закладываем оставшиеся взрывчатки и, как настоящие герои боевиков, бежим без оглядки, невзирая ни на что. Вот это настоящее зрелище. Станция постепенно разрушается и начинает уходить под воду. Теперь необходимо сделать последний шаг. Герой ступает на вертолетную площадку, и все трудности, казалось бы, остались позади. Но не тут-то было. Объединившись с Анной, за ними приходит настоящий разъяренный 5-метровый гигант. Доктор Камский совершенно не рад тому, что учудили герои, и намерен без какого-либо сожаления порвать их клочья за все содеянное. Местный король экзоклеток обзавелся пуленепробиваемой кожей. Любой выстрел из оружия для него считай как укус насекомого. Он преследует Анну и пытается ей помешать установить оставшиеся заряды С4. Герою необходимо отвлекать монстра и брать огонь на себя. Камский как пушинку швыряет Тома по всей площадке и даже того не замечает. Он хватает героя мертвой хваткой и пытается раздавить его как жука.
Пока Тому переламывали все кости, она закончила с установкой взрывчатки. Оказывается, девушка обладает самым полезным навыком, который спасет их обоих из сложившейся ситуации. Она умеет управлять вертолетом, чем сейчас и будет заниматься. Тем временем сражение с доктором Камским переходит во вторую стадию. Том Хэнсон обнаруживает слабое место и стреляет чудовищу прямо в глаз. Он проделывает это действие несколько раз, после чего Титан получает оглушение и падает в обморок. Битва Давида против Голиафа заканчивается все так же в пользу первого. Пока оглушенный Титан приходит в себя, за Томом прилетает Анна, сбрасывает ему лестницу и забирает с собой от греха подальше. Под гром и молнией они взлетают прямо в небо. Вот оно, долгожданное спасение, но осталось одно маленькое дело. На фоне раздается мощный взрыв, и звезда Сахалина вместе с доктором Камским идут ко дну. Герои улетают прочь из этого места, туда, где они наконец-то смогут встретить рассвет. Их дальнейшая судьба остается неизвестной, и вряд ли это когда-нибудь изменится. Во многом потому, что студия DarkWorks в сентябре 2011 года была официально закрыта, и ни о каком продолжении спустя столько-то лет не может идти и речи. После непродолжительных титров нас встречает главное меню, и, к сожалению, здесь отсутствует экран с итогами, привычный всякому фанату Резидентов или Silent Hill'ов. А ведь так хочется увидеть результаты своего собственного прохождения, поэтому давайте попробуем представить, как бы оно выглядело. Если вы пройдете эту игру хотя бы один раз, то вы увидите все, что она сможет предложить. А все потому, что здесь нет дополнительного сценария или новой игры плюс, нет режима наемников или батлгейма. Но зато здесь есть раздел с концепт-артами, и во многом благодаря ему я смог, или во всяком случае попытался рассказать историю этой игры. Пока я создавал данное видео, я неоднократно ловил себя на мысли, что истории разработки и различные бета-версии оказались куда интереснее, чем сам итоговый продукт. С учетом того, что игра находилась в разработке 6 долгих лет, регулярно меняла концепцию и издателя, то это чудо, что она вообще смогла дожить до релиза. А ведь у студии были и другие проекты, которые так и не увидели свет. Когда состоялся релиз Cold Fear, то он был прохладно встречен как критиками, так и игроками. Игра сразу же получила клеймо клона Resident Evil. Она плохо продавалась и довольно быстро попала в категорию забытых. Но одно несомненно хорошо, про нее в последнее время вспоминают хотя бы иногда. Ее часто сравнивают с резидентами, и на то есть безусловно веские причины. Но это не отменяет того факта, что на момент выхода игра предлагала уникальные механики взаимодействия с окружающей средой. Главного героя то и дело сбивали с ног накатывающие волны или другие предметы, раскачивающиеся во время тряски корабля. Игра и по сей день находится где-то в тени, но продолжает вдохновлять те или иные проекты. Например, хоррор Still Wake the Deep является одним из духовных наследников. В 2025 году права на игру перешли к Atari, и довольно быстро на сайте GOG в продаже появился ремастер, где исправили кое-какие недочеты, добавили поддержку геймпадов и широкоформатного разрешения. Немного, но хотя бы что-то. Правда, проблему с тенями так и не решили. Есть же маленькая, совсем крохотная надежда, что однажды игра получит ремейк или даже продолжение. Особенно на фоне популярности данного жанра. Cold Fear – это неплохой представитель в жанре survival horror. У него есть множество плюсов, но также и немало недостатков. У игры потрясающая атмосфера, но страдает она от скомканной и весьма невнятной подачи истории. Небольшое количество контента также явно не идет на пользу. В общем, каждому фанату жанра с этой игрой хотя бы раз, но стоит ознакомиться. Здесь ты должен упасть. Что ж, это был очередной долгий путь. По традиции показываю вам весь проект. Я, наверное, впервые работал с таким огромным количеством звуков. И изо всех сил старался показать эту игру гораздо лучше, чем она есть на самом деле. Это было непросто, но в то же время невероятно весело. И надеюсь, что весело было и вам. Спасибо вам за ваше внимание и поддержку. До скорых встреч, дорогие друзья. Увидимся когда-нибудь.